Глава 4. Предрасположение двух воинов. Дон Хуан разбудил меня на рассвете. Он вручил мне флягу с водой и сумку с сухим мясом. Около 2 миль до места, где я 2 дня назад оставил машину, мы прошли молча. «Это путешествие — наше последнее путешествие вместе», — спокойно сказал он, когда мы подошли к машине. Я ощутил в животе сильный толчок. Я знал, что он имеет в виду. Пока я открывал дверцу, он стоял, прислонившись к переднему бамперу, и смотрел на меня с таким чувством, какого я в нем еще не знал. Мы сели в машину, но прежде чем я завел мотор, он сделал несколько замечаний, которые я прекрасно понял. Он сказал, что есть еще пара минут, чтобы посидеть в машине и коснуться некоторых чувств очень личного характера. Я сидел спокойно, но мне было не по себе. Мне хотелось сказать что-нибудь такое, что помогло бы мне хоть немного успокоиться. Но напрасно я искал подходящие слова, формулировку, которая выразила бы то, что я знал без слов. Дон Хуан заговорил о маленьком мальчике, которого я знал когда-то, и о моих чувствах к нему, которые не менялись со временем и расстоянием. Дон Хуан сказал, что он уверен, что всегда, когда я думаю об этом мальчике, моя душа радостно вздрагивает, и я без следа эгоизма и мелочности желаю ему всего самого лучшего. Он напомнил мне о той истории, что я рассказывал ему когда-то. Истории, так понравившейся ему и в которой он находил глубокий смысл. Во время одной из наших прогулок в горах, близ Лос-Анджелеса, маленький мальчик устал идти, и я взял его на плечи. Волна бесконечного счастья охватила нас тогда, и мальчик кричал во все горло слова благодарности солнцу и горам. «Это был его способ прощания с тобой», — сказал Дон Хуан. У меня болезненно сжалось горло. «Есть много способов прощания», — сказал он. «Наилучший способ — это удержать конкретное воспоминание радости. Если ты живешь как воин, то тепло, которое ты ощущал, когда мальчик был на твоих плечах, будет свежим и неизменным все время, пока ты живешь. Это способ прощания воина». Я поспешно включил мотор и поехал быстрее, чем обычно. Мы ехали по каменистой дороге до тех пор, пока не попали на грунтовую. Небольшое расстояние мы проехали, а остальной путь прошли пешком. Примерно через час мы пришли к роще. Дон Хенаро, Паблито и Нестор уже ждали нас там. Я поздоровался. Казалось, все они были счастливы и полны энергии. Я посмотрел на них и на Дона Хуана, и меня охватило чувство глубокой привязанности к ним всем. Дон Хенаро обнял меня и ласково похлопал по спине. Он сказал Нестору и Паблито, что я прекрасно выполнил прыжки на дно ущелья. Держа руку на моем плече, он обратился к ним громким голосом. «Да, господа», — сказал он, глядя на них. «Я его бенефактор и знаю, что это было истинным достижением. Это было венцом многих лет жизни воина». Он повернулся ко мне, положив мне на плечо и другую руку. Глаза его были сияющими и спокойными. «Мне нечего сказать тебе, Карлитос», — сказал он, медленно произнося каждое слово, «за исключением того, что у тебя необычайное количество экскрементов в кишках». После чего он и Дон Хуан взвыли от смеха так, что, казалось, они вот-вот потеряют сознание. Паблито и Нестор нервно посмеивались, не зная, как себя вести. Когда они успокоились, Паблито сказал мне, что он не уверен в своей способности пойти в неизвестное самому. «Я на самом деле не имею понятия, как это сделать», — сказал он. «Хенаро говорит, что ничего не нужно, кроме неуязвимости, а ты как думаешь?» Я сказал, что знаю еще меньше, чем он. Нестор озабоченно вздохнул. Потом нервно задвигал руками и ртом, как будто собирался сказать что-то важное, но не знал, как это сделать. «Хенаро говорит, что вы оба сделаете это», — наконец сказал он. Дон Хенаро взмахом руки показал, что мы уходим. Они с Доном Хуаном шли впереди в нескольких ярдах от нас. В полном молчании мы шли горной тропой почти целый день и ни разу не останавливались. Все мы несли с собой сухое мясо и фляги с водой, значит, в этом путешествии мы должны были есть. В каком-то месте тропа явно стала дорогой.
Она обогнула горы, и внезапно перед нами открылся вид долины. Это было захватывающее дух зрелище. Длинная зеленая долина, отсвечивающая под лучами солнца. Над ней повисли две великолепные радуги, и повсюду над холмами были видны полосы дождя. Дон Хуан остановился и вздернул подбородок, указывая Дону Хинара на что-то внизу. Дон Хинара покачал головой. Это не было отрицанием или согласием, простой кивок. Оба они стояли неподвижно, долго глядя в долину. Мы сошли с дороги, пойдя напрямик, пока не спустились до более узкой и неровной тропы, ведущей в северную часть долины. Раме достигал края деревьев, он был свободен. Мы вернулись назад к тому месту, где сидели. «Как теперь, свидетель?» — спросил он Нестора. «Можешь сказать?» Нестор страшно нервничал. Он снял шляпу и почесал голову. Потом он закрыл лицо руками. «Откуда бедный свидетель может знать?» — бросил он, наконец, вызывающим тоном и засмеялся вместе со всеми. «Говорили, что там были люди, которые прорывались без ранения», — продолжал Дон Хенаро. «Скажем так, их личная сила влияла на их товарищей. Волна проходила по ним, когда они целились, и никто не смел использовать свое оружие. Или, может быть, они боялись смелости воина и не могли причинить ему вреда». Дон Хенаро взглянул на меня, а затем на Паблито. «Там было одно условие для этой ходьбы к деревьям», — продолжал он. «Воин должен был идти спокойно и собранно, ни на что не обращая внимания. Его шаги должны были быть уверенными и твердыми. Он должен был смотреть перед собой спокойно. Он должен был спускаться, не спотыкаясь и не оборачиваясь, чтобы посмотреть назад, и, главное, не пускаться бежать». Дон Хенаро сделал паузу. Паблито отозвался на его слова кивком. «Если вы двое решите вернуться на землю, — сказал он, — то вы должны будете ждать, как истинные воины, до тех пор, пока не будут выполнены ваши задачи. Это ожидание очень похоже на спуск воина в этом рассказе. Понимаете, воин покидал время человеческой жизни, тоже и с вами. Единственная разница заключается в том, кто целится в вас. Те, кто целились в воина, были его товарищами-воинами. Но то, что целится в вас двоих, это неизвестное. Единственным вашим шансом является ваша неуязвимость. Вы должны ждать, не оглядываясь назад. И вы должны направить всю вашу личную силу на выполнение ваших задач. Если вы не будете действовать неуязвимо, если вы начнете психовать и станете нетерпеливыми или отчаетесь, то вы будете безжалостно застрелены меткими стрелками из неизвестного. С другой стороны, ваша неуязвимость и ваша личная сила таковы, что вы способны выполнить ваши задачи. Тогда вы достигнете обещания силы. Это обещание, которое личная сила дает людям как светящимся существам. У каждого воина своя судьба, поэтому невозможно сказать, чем именно будет это обещание для каждого из вас. Солнце почти село. Светло-оранжевая окраска на далеких северных горах потемнела. Пейзаж создавал ощущение выметенного ветром одинокого мира. Вы узнали, что сущностью воина является быть смиренным и эффективным, сказал Дон Хенаро, и его голос заставил меня подскочить. Вы научились действовать, не ожидая ничего в награду. Теперь я скажу вам, что вам понадобится вся ваша выдержка, чтобы выстоять перед лицом того, что лежит за границами этого дня. Я испытал спазм в животе. Паблито начал тихонько дрожать. «Воин всегда должен быть готовым», — продолжал Хенаро. «Судьбой всех нас явилось узнать, что мы являемся пленниками силы. Никто не может сказать, почему именно мы. Но какая великая удача!» Дон Хенаро замолчал и опустил голову, как бы утомившись. В первый раз я слышал, чтобы он говорил подобными словами. Здесь принято, чтобы воин попрощался со всеми присутствующими и со всеми теми, кого он оставляет позади себя, сказал Дон Хуан. Он должен сделать это своими словами и громко, так, чтобы его голос навсегда остался на этом месте силы. Голос Дона Хуана вызвал еще одно изменение в моем осознании данного момента.
Наша беседа в машине стала еще мучительней. Как прав он был, когда сказал, что умиротворенность окружающего нас пейзажа была только миражом, и что объяснение магов наносит такой удар, парировать который не в состоянии никто. Я слышал объяснение магов, и я испытал его основные предпосылки, и теперь я был тут, более обнаженным и более беспомощным, чем когда бы то ни было за всю свою жизнь. Ничто из того, что я когда-либо сделал, что я когда-либо воображал, не могло сравниться с болью и одиночеством этого момента. Объяснение магов содрало с меня даже мой разум. Дон Хуан опять был прав, когда говорил, что воин не может избежать боли и печали, а избегает только индульгирования в них. В этот момент моя печаль была выше всех пределов. Я не мог вынести прощания с теми, кто разделял со мной повороты моей судьбы. Я сказал Дону Хуану и Дону Хенаро, что когда-то я обещал одному человеку умереть вместе, и что дух мой не может вынести того, что останется один. «Мы все одиноки, Карлитос», — сказал Дон Хенаро мягко, — «и это наше условие». Я ощутил в горле боль привязанности к жизни и к тем, кто был близок мне. Я не хотел прощаться с ними. «Мы одиноки», — сказал Дон Хуан, — «но умереть одному — это не значит умереть в одиночестве». Его голос звучал приглушенно и сухо, как покашливание. Паблито тихо плакал. Затем он поднялся и заговорил. Это не было речью или исповедью. Чистым голосом он поблагодарил Дона Хуана и Дона Хенаро за их доброту. Он повернулся к Нестору и поблагодарил его за то, что тот давал ему возможность заботиться о себе. Он вытер глаза рукавом. Что за прекрасной вещью было жить в этом прекрасном мире? В это чудесное время, — воскликнул он и вздохнул. Его настроение было ошеломляющим. Если я не вернусь, то я прошу вас, как о высшем благодеянии, помочь тем, кто делил мою судьбу, — сказал он Дону Хенаро. Затем он повернулся к западу в направлении своего дома. Его поджарое тело сотрясалось от слез. Он подбежал к краю утеса с протянутыми руками, как бы собираясь обнять кого-то. Его губы двигались, казалось, он что-то говорил тихим голосом. Я отвернулся. Я не хотел слышать, что говорит Паблито. Он вернулся туда, где мы сидели, плюхнулся рядом со мной и повесил голову. Я не мог сказать ничего. Но затем какая-то внешняя сила овладела мной, заставила меня встать, и я тоже высказал свою благодарность и свою печаль. Мы снова затихли. Северный ветер, тихо посвистывая, дул мне в лицо. Дон Хуан посмотрел на меня. Я никогда не видел в его глазах столько доброты. Он сказал мне, что воин прощается благодаря всех тех, кто сделал ему что-то доброе или проявил участие. И что я должен выразить свою благодарность не только им, но также и тем, кто заботился обо мне и помогал мне на моем пути. Я повернулся на северо-запад к Лос-Анджелесу, и вся сентиментальность моей души выплеснулась наружу. Каким очистительным облегчением было произнести мою благодарность. Я опять сел. Никто не смотрел на меня. «Воин признает свою боль, но не индульгирует в ней», — сказал Дон Хуан. «Поэтому настроение воина, который входит в неизвестность, — это не печаль. Напротив, он весел, потому что он чувствует смирение перед своей удачей, уверенность в том, что его дух неуязвим, и превыше всего полное осознание своей эффективности. Радость воина исходит из его признания своей судьбы и его правдивой оценки того, что лежит перед ним». Последовала долгая пауза. Моя печаль была чрезмерной. Я хотел что-нибудь сделать, чтобы вырваться из этой подавленности. «Свидетель, пожалуйста, сдави своего ловца духов», — сказал Дон Хенаро Нестору. Я услышал громкий и очень смешной звук, который вырвался из маленькой игрушки Нестора. Паблито истерически рассмеялся. Рассмеялись и Дон Хуан с Доном Хенаро. Тут я заметил характерный запах и сообразил, что Нестор выпустил газы. Ужасно смешным было выражение совершенной серьезности на его лице. Он сделал это не для шутки, а потому что у него не было при себе его ловца духов. Он помогал нам наилучшим образом, как только мог. Все они непринужденно смеялись. Что за легкость была в этом переходе из грустной ситуации в совершенно смешную. Паблито внезапно повернулся ко мне.
Он хотел узнать, не поэт ли я, но прежде чем я успел ответить, Хинара составил строфу. Карлитес поэт, он спокоен. Хоть псих и дурак, но воин. Все они опять расхохотались. «Вот это настроение лучше», — сказал Дон Хуан. «А сейчас, прежде чем мы с Хинара попрощаемся с вами, вы двое можете сказать все, что угодно. Может быть, это последний раз, когда вы сможете что-нибудь сказать». Паблито отрицательно покачал головой, но у меня кое-что оставалось. Я хотел выразить свое восхищение, свое благоговение перед исключительностью духа воина Дона Хуана и Дона Хинара, но я запутался в словах и в конце концов ничего не сказал, или, хуже того, я издал какие-то жалостливые звуки. Дон Хуан покачал головой и чмокнул губами в насмешливом неодобрении. Я невольно засмеялся. Было неважно, что я не сумел выразить им своего восхищения. Очень любопытное ощущение начало овладевать мною. У меня было чувство радости и веселья, абсолютной свободы, которая заставляла меня смеяться. Я сказал Дону Хуану и Дону Хинару, что мне наплевать на исход моей встречи с неизвестным, что я счастлив и собран, и что буду ли я жив или умру, совершенно неважно для меня в данный момент. Они порадовались моим словам еще больше, чем я. Дон Хуан похлопал себя по ляжкам и засмеялся. Дон Хинара бросил свою шляпу на землю и завопил, как будто объезжал дикую лошадь. Внезапно Дон Хинара сказал: «Мы развлекались и смеялись во время ожидания совершенно так, как рекомендовал свидетель. Но естественным условием порядка является то, что это всегда приходит к концу». Он посмотрел на небо. «Уже почти пришло время нам разойтись, как делали воины в том рассказе», — сказал он. «Но прежде чем мы пойдем нашими различными путями, я должен сказать вам двоим одну последнюю вещь. Я хочу раскрыть вам секрет воина. Возможно, вы назовете его предрасположением воина». Адресуя свои слова в основном мне, он сказал, что я говорил им когда-то, что жизнь воина холодна, одинока, лишена чувств. Он еще добавил, что как раз теперь я особенно убежден, что это так. «Жизнь воина ни в коем случае не может быть холодной, одинокой или лишенной чувств», — сказал он, «потому что она основывается на любви, преданности и посвящении тому, кого он любит. И кто, можете вы спросить, те, кого он любит? Я покажу вам сейчас». Дон Хинара поднялся и отошел на совершенно плоский участок в 10-12 футах в стороне. Там он сделал странный жест. Он двигал руками, как бы счищая пыль со своей груди и живота. Затем произошла удивительная вещь. Поток почти неощутимого света прошел сквозь него. Он исходил из земли и, казалось, обнял все его тело. Он сделал что-то вроде заднего пируэта, нырок назад и приземлился на грудь и руки. Его движение было выполнено с такой точностью и легкостью, что он казался невесомым существом, вспыхнувшей саламандрой. Оказавшись на земле, он исполнил ряд неземных движений. Он скользил всего в нескольких дюймах над землей или катался по ней, как если бы лежал на шарикоподшипниках, или плавал, описывая круги и поворачиваясь с быстротой и легкостью угря, плывущего в океане. В какой-то момент мои глаза расфокусировались, и я уже следил без всякого перехода за шаром света, скользящим взад и вперед, почему-то похожему на поверхность катка, с тысячами лучей света, сияющих над ней. Картина была грандиозной. Затем шар огня остановился и остался неподвижным. Голос встряхнул меня и рассеял мое внимание. Говорил Дон Хуан. Сначала я не мог понять, что он говорит. Я опять взглянул на огненный шар, но увидел только Дона Хинара, лежащего на земле с разбросанными руками и ногами. Голос Дона Хуана был очень ясным. Я, казалось, нажал на какой-то переключатель в себе и начал писать. «Любовь Хинара — это мир», — сказал он. Он только что обнимал эту огромную землю, но поскольку он такой маленький, то все, что он может сделать, это только плавать в ней. Но земля знает, что он любит ее и заботится о нем. Именно поэтому жизнь Хинара наполнена до краев, и его состояние, где бы он ни был, будет изобильным. Хинара бродит по тропам своей любви, и где бы он ни находился, он полный. Дон Хуан присел перед нами на корточки. Он нежно гладил землю. «Это предрасположение двух воинов», — сказал он. «Эта земля, этот мир.
Для воина не может быть большей любви. Дон Хинара поднялся и минуту сидел на корточках рядом с Доном Хуаном, пока оба они пристально смотрели на нас. Затем оба сели, скрестив ноги. «Только если любишь эту землю с несгибаемой страстью, можно освободиться от печали», — сказал Дон Хуан. «Воин всегда весел, потому что его любовь неизменна. И его возлюбленная земля обнимает его и осыпает его невообразимыми дарами. Печаль — удел лишь тех, кто ненавидит эту землю, дающую укрытие всем живым существам». Дон Хуан опять с нежностью погладил землю. Это милое существо, которое является живым до самой последней пылинки и понимает каждое чувство, успокоило меня. Оно излечило мою боль, и, наконец, когда я полностью понял мою любовь к нему, оно научило меня свободе. Он сделал паузу. Тишина вокруг нас была пугающей. Мягко свистел ветер, а затем я услышал далекий лай одинокой собаки. «Прислушайтесь к этому лаю», — сказал Дон Хуан. «Именно так моя любимая земля помогает мне привести вас к этой последней точке. Этот лай — самая печальная вещь, которую может услышать человек». С минуту мы молчали. Лай одинокой собаки был настолько печален, а тишина вокруг настолько интенсивной, что я ощутил щемящую боль. Она заставила меня думать о моей собственной жизни и о моей собственной печали, о моем собственном незнании, куда идти и что делать. «Лай этой собаки — это ночной голос человека», — сказал Дон Хуан. «Он слышится из дома в той долине внизу. Человек кричит через свою собаку, поскольку они являются компаньонами по рабству на всю жизнь, выкрикивая свою печаль и свою запутанность. Он молит свою смерть прийти и освободить его от тусклых и унылых цепей его жизни». Слова Дона Хуана затронули во мне самую беспокойную струну. Я почувствовал, что он говорит, обращаясь прямо ко мне. Этот лай и то одиночество, которое он создает, говорят о чувствах всех людей, продолжал он. Людей, для которых вся жизнь была как один воскресный вечер. Вечер, который не был абсолютно жалким, но довольно душным, унылым и неуютным. Они потели, суетились. Они не знали, куда пойти и что делать. Этот вечер оставил им воспоминания только о мелочном раздражении и скуке. А затем все внезапно кончилось, уже наступила ночь. Он пересказал историю, которую я когда-то рассказывал ему о 72-летнем старике, который жаловался, что его жизнь была слишком короткой. Ему казалось, что всего день назад он был еще мальчиком. Этот человек сказал мне: «Я помню ту пижамку, которую я обычно носил, когда мне было 10 лет от роду. Кажется, прошел всего один день. Куда ушло время?» «Противоядие, которое убивает этот яд, здесь», — сказал Дон Хуан, лаская землю. «Объяснение магов совершенно не может освободить дух. Взгляните на вас двоих. Вы добрались до объяснения магов. Но что вам от того, что вы знаете его? Вы более одиноки, чем когда-либо, потому что без неизменной любви к тому существу, которое дает нам укрытие, уединенность является одиночеством. Только любовь к этому великолепному существу может дать свободу духу воина. А свобода — это радость, эффективность и отрешенность перед лицом любых препятствий. Это последний урок. Его всегда оставляют на самый последний момент, на момент полного уединения, когда человек остается лицом к лицу со своей смертью и своим одиночеством. Только тогда имеет смысл делать это. Дон Хуан и Дон Хинара поднялись и потянулись, как будто от сидения их тела онемели. У меня лихорадочно забилось сердце. Они заставили меня и Паблито встать. «Закат — это трещина между мирами», — сказал Дон Хуан. «Это дверь в неизвестное». Широким движением руки он указал на столообразную вершину, где мы стояли. «Это плато находится перед дверью». Он указал на северный край вершины. «Это дверь. За ней бездна, а за бездной неизвестность». Затем Дон Хуан и Дон Хинара повернулись к Паблито и попрощались с ним. Глаза Паблито были расширенными и застывшими, по щекам текли слезы. Я услышал голос Дона Хинара:
прощавшегося со мной, но не слышал голоса Дона Хуана. Дон Хуан и Дон Хенара подошли к Паблито и что-то коротко прошептали ему на ухо. Затем они подошли ко мне, но еще до того, как они успели начать, я ощутил знакомое чувство расщепленности. «Мы теперь будем как пыль на дороге», — сказал Дон Хенара. «Может, когда-нибудь она снова попадет и на твои глаза». Дон Хуан и Дон Хенара ступили в сторону и, казалось, слились с темнотой. Паблито взял меня за руку, и мы попрощались друг с другом. Затем странный порыв силы заставил меня бежать вместе с ним к северному краю плато. Я ощутил его руку в своей, когда мы прыгнули, а затем я был один.